Всем привет, с вами канал Будь Мужиком, и сегодня я хочу вам рассказать, как выкрутить любой болт. Дело в том, что проблемы с болтами бывают абсолютно разные, они не выкручиваются, слизываются шлицы. Сейчас я вам расскажу, что нужно для этого делать. Как вы знаете, болты бывают разных типов. С большим шлицом, то бишь, когда вот этот вот крестик у нас большой, и с маленьким шлицом, когда вот этот вот крестик у нас маленький. Для того, чтобы у нас была максимально эффективная попытка выкрутить этот болт, этот шлиц должен быть чистым. Поэтому для начала мы его чистим чем-нибудь подобным, вроде моего вот этого шила, либо, как у нас его в газе называют, райбером. Берем вот так вот, вычищаем изнутри грязь. После того, как мы вычистили грязь, нам нужно подобрать необходимый размер отвертки. Для этого я рекомендую использовать вот такую вот отвертку, она идет под различные насадки. Насадки эти в простом народе называются биты. Эти биты бывают шестигранные, звездочки, PH-ки, то бишь крестики, и обыкновенные плоские отвертки. Рассмотрим на примере PH-ки. У нас есть два болта. Один болт с маленьким крестиком, другой с большим крестиком, то бишь большой шлиц, вот этот, и маленький шлиц. И есть две отвертки, PH1 и PH2. Как правильно подобрать отвертку? Если мы будем вот этой вот маленькой отверткой пытаться крутить вот этот большой болт, то мы почувствуем, что эта отвертка шатается внутри этого болта. Таким образом, если мы будем давать усилия, то скорее всего, что мы этот болт слижем и не выкрутим. Поэтому мы подбираем отвертку побольше, в данном случае PH2. Вставляем, проверяем, и она у нас там очень плотно сидит. Таким образом, мы этот болт сможем выкрутить с меньшим усилием. Но опять же, если мы будем большой отверткой пытаться крутить маленькое отверстие, отвертка будет находиться на его поверхности, и скорее всего, что мы этот болт не выкрутим. Итак, если все же либо хозяин, либо вы, кто-то пытался крутить этот болт и слезал его, и внутри у нас образовалось отверстие, которое просто невозможно, за которое невозможно зацепиться и выкрутить этот болт, нас выручит в этом случае полотно от пилы. Итак, если этот болт у нас вот такого типа, с плоской шляпкой, он обычно закручивается по самую поверхность, и полотном от пилы вы ничего не сделаете. Если этот болт с большой шляпкой, как вот второй болтик, в таком случае полотно от пилы нас выручит. Полотном от пилы мы делаем горизонтальную прорезь. Делаем мы буквально вот таким вот образом. Когда у нас образуется прорезь под плоскую отвертку, мы вставляем плоскую отвертку и выкручиваем этот болт. То бишь, не имея внутри шлица под крестик, мы делаем шлиц под плоскую отвертку. Еще один лайфхак для того, чтобы у вас выкрутился болт: постучать по этому болту с различных сторон. У меня есть вот такая вот ударная отвертка. Ставим с одной стороны, стучим, ставим с другой стороны, стучим. И таким вот образом мы пытаемся этот болт расшатать. Также можно просто по нему постучать сверху. Но стучать нужно таким образом, чтобы не повредить шлиц, для того, чтобы у вас отвертка после этого туда плотно села. В отдельных случаях помогает универсальное масло, либо WD-40. Фирма вот этого универсального масла Python, я им пользуюсь, оно в принципе тоже довольно-таки неплохое. Оно работает в том случае, если у вас между болтом и той поверхностью, куда он закручен, есть какое-то пространство. Тогда это пространство смажется, и вы сможете его благополучно выкрутить. Ну а если болт у вас туда прикипел, то эти масла вам, как говорится, до одного места. Также эти масла помогают в том случае, если у вас есть гайка на болту, и вам нужно, к примеру, эту гайку согнать, либо закрутить, соответственно. Нам надо это масло нанести туда, куда мы будем эту гайку гнать. К примеру, у нас есть вот такая вот деталь. Представим, что вот эта вот часть заржавела. Наносим на нее масло, либо ВДшку, и таким образом мы гайку легко сгоним. Если у вас болт находится где-то глубоко, либо далеко, и вы до него с трудом достаете, я рекомендую использовать вот такие вот удлинители. Они есть вот такие вот жесткие, а есть гибкие. Гибкими пока не пользовался, но отзывы про них слышал плохие. Итак, как это все делается? Вставляем в отвертку один удлинитель, вставляем второй удлинитель, сколько нам нужно длины, ну и в конце битку. Удлинителей можно набрать абсолютно любое количество, хоть несколько метров. Если у вас болтик вот такого типа, который закручивается за подлицо с поверхностью, и у вас слизана резьба, например, либо вы уже испортили болтик, на котором все-таки шляпка когда-то и была, либо вы ее испортили, либо хозяин, то тогда вам придется этот болт высверливать. Что нужно для того, чтобы высверлить? Во-первых, сначала мы вставляем сверлышко поменьше, к примеру, вот на этот болт нам понадобится троечка, четверочка, мы сверлим небольшое отверстие. Доходим вот до конца вот этой шляпки. После этого мы берем сверло большего диаметра, намного большего, к примеру, вот пятерку. И пятеркой продолжаем сверлить до тех пор, пока мы не оторвем вот эту шляпку. После того, как шляпка оторвана, мы в принципе
считайте, что выкрутили этот болт. Он просто остался закручен внутри. Впоследствии, если хотите сделать все грамотно, нам необходимо подобрать сверло нужного диаметра, к примеру, в данном случае это троечка. Троечкой пройти вот так вот в глубину весь вот этот вот болтик высверлить. И потом либо взять мячик и нарезать резьбу, закрутить туда болт, либо взять какой-нибудь саморез и в это отверстие его закрутить. Проще всего это делается шуруповерт. Но основная мысль этого видео: вы должны подобрать правильную отвертку, для того, чтобы она там не болталась, а встала плотно, жестко, тогда вы сможете выкрутить этот болт. Процентов 80 вероятность. Если он туда уже прикипел, то используйте любой из записанных способов. В этих наборах есть насадки, в принципе, даже под накидные болты, то есть мы вставляем насадку такую, и мы можем выкрутить болт прямо вот за шляпку, не использовать для этого ключи какие-либо. Таким образом, размер и чистота шлица все-таки имеет значение. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще много полезного и интересного видео.